Привет! На самом деле этого события я ждал долгих 5 лет. Наконец-то Xiaomi выкатили свой планшет на глобальный рынок. Ведь, как известно, кроме самого первого Mi Pad, который показали аж в мае 2014 года и который впоследствии все же выпустили в международное плавание, ни одно последующее поколение линейки планшетов пределы Китая официально не покидало. Лично я в свое время покупал Mi Pad 2 и 3 поколения на китайских прошивках и самостоятельно накатывал кастомные. Но по-хорошему это все не то. Никакой нормальной оптимизации не было, прошивки были кривыми, куча проблем с интерфейсом, с зарядкой и не только. И вот именно по этой самой причине, по причине отсутствия официальной глобальной версии, я пропустил номер 4 и 4+. К слову сказать, трешка у меня еще жива и прекрасно трудится, обычно в поездках скрашивая досуг моего маленького сына показом различных мультиков. И вот как только стало известно, что пятый планшет Xiaomi выпустят на глобальный рынок, да еще и скидка будет на старте, данное событие я просто не мог пропустить. В тот день я мониторил приложение AliExpress с 9 утра. В итоге я успел урвать данный девайс за $300 с российского склада, так что ни пошлину не платил и доставили в течение недели. Да, я тот самый чувак, который купил этот планшет по ненастоящей акции. Но возможно мне просто повезло. К сожалению, я не особо следил в последнее время за рынком данных устройств, оттого не имею ни малейшего понятия, сколько сейчас стоит нормальный планшет. И тем не менее, у меня комплектация младшая. На 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ памяти постоянной стандарта UFS 3.1, к сожалению, без возможности ее расширения. Но забегая немного вперед, отмечу, что здесь, дабы не забивать память фильмами, мультами или сериалами в дорогу, я с легкостью подключаю вот такой миниатюрный карт-ридер, который когда-то купил для своего ноутбука. Никаких проводов не висит, динамики не перекрываются, все компактно и крепко держится. Установив сюда какой-нибудь microSD или просто SD-карточку, можно смотреть весь контент прямо с нее, просто воткнув в разъем Type-C. Штука эта очень удобная, поэтому я крайне рекомендую прикупить себе нечто похожее. Не обязательно прямо такую же, но схожего форм-фактора. Основной движущей силой планшета, или так сказать мозгом устройства, выступает Qualcomm-овский чип Snapdragon 860 с графической системой Adreno 640. Данный процессор хоть и не флагманский, но очень мощный. Для большинства мобильных игр, работы с простейшим монтажом, а также с обработкой фото его хватит с лихвой. Об офисных приложениях и говорить не стоит, тут вообще все превосходно. За отображение информации в новинке выступает потрясающий 11-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц. Разумеется, это дело адаптивное и работает по мнению. Тип матрицы здесь IPS с разрешением 2560 на 1600 точек, с поддержкой HDR10 и плотностью пикселей 275 ppi. Максимальной яркости здесь предостаточно, хотя и сравнивать мне особо не с чем. Для меня данное устройство больше необходимо как мультимедиа-проигрыватель с возможностью писать тексты. Именно по этой самой причине я не так давно заказал к планшету магнитную клавиатуру. Разумеется, не родную, потому как отдавать 6000 за нее как-то дорого. Моя внутренняя жаба пока победила. Но если мне не понравится та, что приедет, то уже буду думать над Xiaomi-шной оригинальной. Также из дополнительных аксессуаров к данному планшету повсюду форсят стилус, но по-хорошему я ничего особо не рисую, оттого пока не понимаю, надо мне оно или нет. Возможно, со временем и обзаведусь, посмотрим как пойдет. В силу отсутствия на экране заводской защитной пленки, уже по сложившейся годами традиции я заказал дополнительное закаленное стекло, потому как покрытие здесь хоть и Gorilla Glass 5-го поколения, но все это я уже проходил со смартфонами. Случайно оставить царапину на таком экране будет очень обидно. В целом, по работе дисплея, отклику на касание и свайпы у меня претензий нет. Работает устройство шустро. Микролаги иногда бывают, но незначительные. И как мы все прекрасно знаем, MIUI это всегда дело с сюрпризами. Возможно, под загрузкой и со временем начнут вылезать проблемы. На данный же момент, кроме мелких нестабильностей в виде первичного отказа входа в Play Market и самостоятельного сворачивания приложений, которое пару раз происходило, каких-то глобальных проблем у меня не было. Здесь мне хотелось бы отметить, что на борту стоит не совсем стандартная оболочка MIUI. Это так называемая MIUI FOPAD версии 12.5. Она немного отличается на вид в большей степени из-за большого экрана. Интерфейс и взаимодействие настроены немного по-другому, нежели на смартфонах. К примеру, свайпом в правой части экрана открываются системные ярлыки, а по тому же действию в левой области можно посмотреть бар с уведомлениями. Также по умолчанию здесь установлено управление жестами, а не на привычных 3 сенсорных кнопках. Но при желании это дело легко настраивается в меню. Но если в смартфоне такое управление мне не очень зашло, то на большом экране это удобно.
Вообще, если говорить об интерфейсе рабочего стола, то, как по мне, расстояние между иконками тут большеватые. Но, как я понял, сделано так для удобной переориентации из альбомного положения в обычное, ну еще чтобы не тянуться к самому верху экрана для запуска приложения. Все же диагональ тут не 8 дюймов, а 11. По старой доброй привычке, первым делом в MIUI я полез отключать рекламу и с удивлением обнаружил, что так называемых рекомендаций в системных приложениях нет. Возможно пока, но реклама в оболочке отсутствует. Многие в своих обзорах, да и по жизни, часто задаются вопросом, зачем в планшете камеры, да еще и не с такими лучшими характеристиками. Если говорить в частности по фронталке, то лично мне она нужна исключительно для видеозвонков, и с этим планшет справляется замечательно. Но когда использовать основную камеру, нам показали в промо-ролике. Данный инструмент прекрасно подходит для шота какого-нибудь документа. И понятное дело, что никто в здравом уме снимать на планшет что-то серьезное не будет, особенно в эпоху, когда даже в среднебюджетном смартфоне ставят намного лучшие модули камеры. И тем не менее, фронталка тут имеет 8 мегапикселей с апертурой f2.0, а основной модуль уже на 13 мегапикселей с той же диафрагмой f2.0. Только снимать она умеет уже в 4К и 30 FPS. Но повторюсь, ни о какой художественной съемке речи быть не может. Это больше некий вспомогательный инструмент, нежели что-то серьезное. Ну а по фронтальной камере, в свою очередь, при желании можно настроить разблокировку устройства, потому как кроме этого и цифрового ключа пин-кода заблокировать доступ к планшету нельзя. Как я уже сказал ранее, в качестве медиаустройства планшет подходит просто замечательно. Здесь установили целых 4 динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos. Находятся они на боковых торцах устройства, если смотреть в альбомной ориентации. Конечно, эффекта кинотеатра ждать от этого не стоит, но тихим планшет точно не назвать. Фильмы здесь смотреть одно удовольствие. Звук стерео с хорошим басом и в целом сбалансированной частоткой. Но тем не менее, по звуковой составляющей для кого-то здесь будет и небольшая ложечка дегтя. К сожалению, мини-джека под проводные наушники тут нет. Если и подключать что-то дополнительное звуковое, то только какое-то беспроводное Bluetooth устройство, либо пользоваться адаптером на Type-C, которого в комплекте, увы, нет. Лично у меня проблем с ТВС наушниками нет, так что недостатком это я не считаю. Ну и раз уж я затронул аспект мультимедиа, то стоит поговорить и об автономности. Сердцем планшета, да-да, именно сердцем, что обеспечивает элементы устройства энергии, здесь выступает аккумуляторный блок на 8720 мАч. И такой емкости хватает на работу планшета в течение около 7 часов непрерывного просмотра видео в режиме онлайн на 50-60% громкости. Разумеется, в смешанном режиме использования интернет, почта и редактирование текста при какой-нибудь 50% яркости устройство проживет намного дольше. Тут уже надо смотреть на конкретные сценарии использования и общую нагрузку. Ну а заряжается планшет, я бы не сказал, что очень быстро, но плюс-минус 25% за полчаса от комплектного зарядника на 22 Вт он пополняет. Полный цикл я точно не замерял, потому как в ноль планшет старался не разряжать. После iPad mini первого поколения, который умер именно по этой причине, я уже боюсь так делать. Но если очень примерно, то процесс полного заряда аккумулятора занимает около 2 часов. Если обобщить все вышесказанное, то как мультимедиа устройство и отчасти рабочая машинка, данный планшет весьма удобен. Девайс весит всего полкилограмма и из рук не пытается убежать. Он не толстый, данный параметр всего 7 мм, но по длине и ширине он меньше формата А4, 255 на 166 мм. Единственное отмечу, что чехол все же к покупке обязателен. Грани островаты, да и стекло, защищающее экран планшета, не перекрывается рамкой по периметру. Тут ситуация как в большинстве современных смартфонов, поэтому данную историю лучше, конечно, защитить. На данный момент Xiaomi Pad 5 в глобальном исполнении стоит около 29 тысяч рублей, плюс если покупать оригинальные аксессуары, то выйдет под все 40. Насколько оправдана такая покупка, здесь уже решать каждому самостоятельно. Рынок я особо не мониторил, аналогов, если таковые и имеются, назвать не смогу. Видел разве что линейку планшетов Huawei Honor, но у них совсем иная история. Но что-то мне подсказывает, что с подобными железками внутри альтернативные устройства в местном ритейле будут стоить сильно дороже. Так что в очередной раз новинка от Xiaomi получает заслуженное звание топ за свои деньги. Ну а я в свою очередь ожидаю заказанную мной клавиатуру и буду дальше пользоваться данным планшетом. Возможно, запишу еще один ролик со своим user experience спустя несколько месяцев, если, конечно, это будет кому-то интересно. Ну а пока спасибо тебе за просмотр и увидимся в следующем моем видео.